Итак, друзья, всем доброго времени суток. В сегодняшнем видео хочу поделиться с вами опытом производства непогонажных элементов декора, имеющих сложную многоуровневую усеченную форму. Для того, чтобы приступить к изготовлению, необходимо для начала прорисовать изделие и сделать деталировку. По чертежам проекта начинаем разбираться для понимания поставленной задачи. Так как размеры изделий большие и имеют все радиусы и выходят за габариты существующих стандартов пенопласта, необходимо сделать поуровневую разбивку и каждый уровень дополнительно разбить на детали, при этом максимально эффективно используя материал, то есть для уменьшить обрезки. Процесс изготовления для вас буду максимально сжимать, дабы донести саму суть. Поэтому процесс резки на ЧПУ, склейку буду по мере возможности пропускать. Количество изделий большое, и все они должны быть в строгих размерах. Для этого на столе вычерчиваем габаритную линию, по которой и будем все собирать. При проектировании деталировки обязательно учитываем расположение стыков, чтобы они не совпадали со стыками других уровней. Устанавливаем заранее изготовленные бандажи для фиксации приклеиваемых деталей. Как я уже говорил, изделий должно было быть много, а стол, к сожалению, один, поэтому поклейка занимала очень много календарных дней. Теперь приступаем к заделке щелей и зашкуриваем поверхность. Собираем другие элементы конструкции, при этом учитываем возможность нормального монтажа, который будет проводиться на высоте около 50 метров.
На некоторых участках, согласно чертежа, делаем нужный рельеф. Ну вот все детали собранные в узлы, приступаем к напылению. Первый слой нанесем составом, который даст толщину слоя. Этот состав очень пластичный и ложится крупными каплями. При необходимости действие повторяется. После высыхания слоя мы видим, что на поверхности появилось большое количество раковин. Их нужно устранить. Предварительно подготовив поверхность, мы используем другой состав, который более жидкий и твердый, и вручную исправляем все огрехи. Далее наносим финишный слой. Все виды покрытия, которые использовались в производстве, имеют отличные атмосферостойкие характеристики. А для того, чтобы не было трещин на стыках элементов, мы под слой закладывали армирующую сетку. Для придания окончательного товарного вида с помощью шлифмашинки доводим поверхность до нужного состояния. Основание изделия обязательно армируем для придания прочности и целостности всей конструкции. Снимая такие видео, в производственном процессе увеличивается время и усложняется сам технологический процесс, а иногда и мешает работе. Но на мой взгляд, оно того стоит. Стоит хотя бы из-за того, что это созидание. То, что ты будешь видеть многие годы, осознавать свой вклад в великое дело и этим гордиться. Но это мое мнение, оно скорее всего преувеличивает реальную значимость, а значит является субъективным. До новых встреч на канале.